В незапамятные времена наши предки были дикими варварами. Низкий уровень социального развития не давал разным расам эффективно торговать. Что? Это неправда? Ну, книга, давай, иди-ка. Господи, что? Серьезно? Ай-яй-яй, ничто, нигде, но кто-то. Эти слова идеально подходят предыдущей серии, где вроде как никого нет, но вокруг меня постоянно происходят странные взаимодействия. Отключение рычагов, взрывы лампочек, непонятные исчезающие дети. Это все так же интересно, как и вопрос, как мы планируем выживать в бункере, который ломается все чаще и чаще. Как говорится, будем думать, догадать и постепенно начинать. Всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в точку невозврата. Поехали! И снова всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в точку невозврата. Сезон, в котором мы маленькая живая песчинка в огромном мертвом городе. Но проблема города не столько в том, что я тут один, а в том, что на деле я тут ни черта не один. Зайти в бункер и найти выживших? Нет. Увидеть, как за меня кто-то выключил рычаг? Да пожалуйста. И фиг мы узнаем, кто это сделал. Воспоминания, дети, странные взаимодействия в округе и с ума сходящий Лолошка — это только вершина айсберга. И чем раньше мы это поймем, тем проще будет подготовиться. Объективно, самая лучшая подготовка — это базовая. И единственная база, которая окружает нас 24/7, это инвентарь. Нам нужно прокачать больше слотов и носить больше предметов. Давай-ка сразу берем железо, 3 кирки создаем, надеваем скафандр и бежим фармить 4, а то и 5000 опыта. Скафандр заряжаем и сразу прокачиваемся. Это по-любому, опять же, выносливость. Бам. Далее еще раз выносливость. Бабам. И остается 1600 опыта. Или подожди, остается 1129. О, капец, как уже дорого. Ладно, самое главное, что наконец-то можно порадоваться. Полноценная строчка инвентаря. Никогда не ценил, но теперь определенно буду. Немного похилимся. Благодарю. Так, ладно, Лолошка. Доброе утро. Или добрый день, а может быть даже ночь. Без окон так легко потерять счет времени. Единственное, что говорит мне о том, какой час на поверхности, это маленький экранчик над зарядкой. Вчерашнее приключение в магазине игрушек обернулось тотальной катастрофой. Да если бы не скотч, я бы, наверное, уже умер от разгерметизации скафандра. Как мог умереть в первом бункере из-за отключения электричества? Или в промзоне из-за обрушившегося 2-го этажа? Или... погоди-ка... в магазине техники из-за упавшей старой лестницы. Эй, а может быть, Джон и прав. Многовато совпадений подряд. И самое глупое во всей этой ситуации, маленькая часть меня даже немного рада этому. Потому что это означает только одно. Кроме меня здесь есть другие живые существа. Получается, что мы имеем? Если все эти события лишь череда неудачных случайностей, то моя последняя надежда взорвалась вместе с лампочками в пустом магазине игрушек. Но если же это не случайность, то... меня снова пытаются убить. Один вариант круче другого. Ладно, чтобы не случилось очередного гипертонического криза, или как оно там, надо определить, куда двигаться теперь. Что там есть на моей доске? О, ты сейчас прочитаешь или что-то новое напишешь? Не, ну вообще да, это то, о чем я и говорил. Нам нужно подготовиться. Типа, не спешить куда-то в другую часть города. А то рано или поздно мы так... того. Что-то новое повесил. Так. Что же из этого может стать моей новой отправной точкой? Ну уже давай, Лолошка. Ты столько всего узнал про этот город, столько всего изучил. Должно быть что-то, что ты упускаешь. Подожди-ка! Точно! Эй, книжечка. Мне кажется, или... Ну, конечно! Я понял, где видел ее! Так, обратно. Да, точно! Еще при первом взгляде у меня закрались сомнения, но сейчас я уверен. Я уже видел эту книгу, которую выставили в музее.
Я видел ее среди артефактов, с помощью которых мы освободили отца. Может быть, она приблизит меня к разгадке того, что с этим миром произошло. Конечно, есть вероятность, что меня снова попытаются убить, но... Я же не могу сидеть вечно в бункере и ждать, что меня кто-то убьет тут. Как в целом и везде. Да, пора идти в музей. Пора посмотреть на эту книгу снова. О, нифига себе. То есть все-таки это действительно важно. Вот эта вот книжка. Блин, ну лучше показать ее вот так. Это действительно древний фолиант. Сенсация! Напомню, последний раз мы эту книгу видели в 57-й серии «Сердце Вселенной». На протяжении всего этого сезона мы об этой книге узнали ничего. Это так, на всякий случай, если вы захотите пересмотреть. Единственное, что мы знаем про эти древние артефакты, они помогли заточить отца, а отец это у нас главный злодей предыдущего сезона, и точно так же освободить этого отца. Если что, освобождали мы его не то чтобы по своей воле, на тот момент Лолошка был заражен, проще будет сказать, что этот артефакт из тех самых древних времен, и по сей день он сохранился. Пока что это все, больше нечего сказать. Так, давай сразу прочитаем. Ночь в музее. Найти городской музей, узнать, что произошло в Архее после моего ухода. Ой-ой-ой. Это интересно. Напомню, в финале Сердца Вселенной мы сбежали из Архея, но оставили там отца. При всем при этом отца, который больше не имел подпитку в виде магических сил. Это означает только одно: рано или поздно, тратя силы, новые он бы ниоткуда не зарабатывал. И вот прошло много-много времени, и что, в итоге отца победили? Пока непонятно. Так, ладно, давай прочитаем, что у нас здесь. Книга-артефакт, про которую я прочитал в лимонной прессе, один в один похожа на артефакт, использованный Лукием для снятия печати с Тадмавриэля. Возможно, в музее я узнаю, что случилось после того, как мы с Джоном решили покинуть Архей. О, да! Мы же можем прикоснуться и, наверное, будут воспоминания. Но какие воспоминания, узнаем прямо сейчас. Выходим. Если что, еда есть, кирка есть. Пожалуйста, дайте понять, куда надо бежать. И в итоге, где же мне искать музей-то? Вряд ли он будет на окраине города. Да и многие окраины я уже обыскал. Значит, поищем где-то в центре. Надеюсь, там уровень опасности будет не слишком высоким. Ага, в центре. А, во-во-во. Так, партиклы. Я просто не знал, где центр, сори. Мне нужно туда, но подожди. Еще. Какой же этот город все-таки большой. Интересно, как много жителей здесь жило раньше? Это мы обязательно еще узнаем, но погоди, давай не торопиться. Проверим вещи. На всякий случай фотоаппарат, отмычка, немного еды и кирка. Да, я думаю, вполне нормально, поэтому погнали. О, красиво. Не особо люблю музеи. А сейчас, когда здесь еще и так пусто, от этого места неприятные мурашки. Ладно, на всякий случай прочитаем. Найти городской музей. Ладно, погнали. Всем привет. О, ну конечно. И снова ощущение, что люди ушли всего 5 минут назад. Хоть бы пыль была, блин. А то такое впечатление, что тут убираются. Действительно. О-о-о. И мы реально можем спокойно пройти в музейские покои. Всем привет. Блин, смотрящий, а почему ты не появляешься? Это первый раз, когда меня никто не встречает. Ну, то есть, не наблюдает. Служебное помещение. А судя по всему, время тут еще долго измеряли с помощью горшков. А это означает, завеса какое-то время точно держалась. Интересно. Смогли ли местные придумать более удобный способ? Или нет? И в какой момент все-таки завеса пала? О, хороший вопрос, замечательный, правда. Так, ничего из этого, кстати, взять не могу. Но, да, то есть мои догадки постепенно подтверждаются и мыслями Лолошки. Он думает то же самое. Так, здесь... О! Просто глиняный черепок, терракотовый тонкий горшок. Не, ну определенно мне это не надо. Здесь, может быть, что-то будет типа там... О, погоди. Прочная ткань, вот это понадобится. Да-да-да. Из этого аптечки можно делать. Музейные экспонаты брать не могу. Прочитать про них тоже не могу. Немного обидно. И ощущение, что на первом этаже все-таки пустовато. А, не! Кусачки инженера, высоковольтный кабель. Снова поднимаемся на второй этаж. Динозавр. Ну да, действительно. Ничего. О, меч! Блин, ну почему я не могу взять? Вот сюда можно пройти. О май гад. Обалдеть, они действительно посвятили книге целый зал. Походу, это правда какая-то сенсация. Походу, правда. Боже! Это же... Подожди, включить телевизор.
В незапамятные времена наши предки были дикими варварами. Что? Это неправда? Они не были варварами? Низкий уровень социального развития не давал разным расам эффективно торговать. Ой, да ладно. У вас не сильно лучше с расизмом. Судя по существованию чистокровных гостиниц. Вот. Да. Да. Нет. Да. Главной ценностью у этих неразумных существ были странные фиолетовые кристаллы. Добыча этих кристаллов была настолько распространена, что до наших дней не дошло ни одного образца. Всю информацию об этих кристаллах мы имеем из древних записей. Ага. Подожди, аметист или... А, это те самые зараженные скинты. Вот же они, господи, прям их куча. Торговля золотом? Зараженный скин, что? Я чего-то не знаю? Это уже когда мы ушли с Джоном, да? Богатые жители прикрепляли кристаллы к телу, чтобы продемонстрировать свое состояние и свой статус. Чем больше кристаллов, тем более высокое положение в обществе занимает обладатель. Нет, это... Они просто заражались, это не продемонстрировать статус. Господи, вы все переврали. Ученые также нашли свидетельство, что древние жители Архея использовали кристаллы как признак силы и могущества, а также благоговение перед объектом. Например, при изображении сильных и больших животных художники часто добавляли им на тело кристаллы, которых, очевидно, там не могло быть. Это были зараженные животные. Вот так вот, ребят, переписывается история. Книга, которая выставляется в нашем музее, является одним из свидетелей тех времен. Далее вы сможете увидеть пример древней письменности эльфов. И, возможно, вам даже удастся расшифровать, что там написано. О, пример древней письменности народа эльфов. Вау. Это... Так... Ну, я не смог. Я там ни одной буквы не понимаю. Ну и бред, а! Все же было совершенно не так. Это неправда. Сколько времени должно пройти, чтобы правда настолько исказилась? Я теперь сомневаюсь, что моя вылазка сюда имела смысл. Хотя, впрочем, книгу, наверное, имеет смысл забрать. Задание «Ночь-музей» провалено. Реально? Да, в смысле провалено? Хорош, ты чё? Мы узнали, что, оказывается, историю переписали. Но я понимаю, что переписали скорее ненароком, потому что прошло уже прям много времени, и они просто не могли знать. Ладно, перед тем, как брать книгу, на всякий случай вот здесь проверим. Высоковольтный кабель берем. Тут тоже может быть. Нет, нет. Кстати, вот терракота, по идее, тоже, может быть, когда-то пригодится. О, экстренный аккумулятор, немного аметиста. Не, больше ничего интересного. Ну, книга, давай, иди ко мне. Господи, что? Серьезно? На всем моем пути в этом городе я мог ходить, где хочу, а именно в музее сработала охранка. Черт, ну я же просто хотел украсть книжку. Я что, так многого хочу? Так, ладно, надо выбираться отсюда. Так, подожди, книга. Нет, ее нельзя взять. Как? Все запечатано. Черт, кажется, я заперт. И это меня уже совсем не удивляет. Ладно, спокойно. Поглядим, какие здесь еще варианты. Черт, как это давит на уши! Книга! Нет. Выход, как-нибудь. Так, книги не нужны. Как мне это сделать? Нет, никак. Без вариантов. Сколько бы я ни долбил по этим стенам, они не поддаются, как и двери. Черт. Кажется, в этот раз мне действительно не выбраться. Когда-то это должно было произойти. Тихо. Все нормально. И все-таки хорошая у меня была жизнь, да? Жаль только, что конец у нее такой скомканный. Впрочем, на что я вообще надеялся? С самого начала было понятно, что одному мне не справиться. Так. Что? Что за...
Да, думала, выберешься сам. Как сам и застрял. Это что за... Кто ты? Как ты дышишь? Ты же уже выбирался из ловушек организации, разве нет? И при этом умудрился попасться там, где никаких ловушек даже не было. Что? Организация? Какая к черту организация? Так, подожди, стой! Ты знаешь, что со мной происходило? И даже наблюдала за тобой. Считала, что ты перспективнее. Что это за- Хотя конец света только случился, можно было бы дать тебе поблажку, но... После того, как ты себя показал здесь, я поняла, что ты не подходишь мне. Но я не подхожу для чего? Как ты живешь без костюма? Я не привязана ко времени. И слушай, не дай организации себя прикончить. Они наверняка знают, что ты меня видел. Так что, думаю, перестанут скрываться. И тогда тебе придется несладко. Удачи. Стой! Подожди! Ты же даже не сказала, для чего я не подхожу! Да черт, ты даже не представилась! Эй! Стой! Подожди. Ты... Черт. Охудеть. Это что сейчас было? Новая галлюцинация? Но нет, стоп, сигнализация не орёт. Двери открыты. Значит, не привиделось. Это, блин, просто невероятно! Это вообще никакой не ответ, это еще накинули примерно 100 вопросов! Вообще ничего не понял! Не дай организации себя прикончить. Они наверняка знают, что ты меня видел, так что, думаю, перестанут скрываться. И тебе придется несладко. Подожди, что ты еще говорила? Ты уже выбирался из ловушек организации, разве нет? Но при этом умудрился попасться там, где никаких ловушек не было. Ребят, это, блин, вообще ничего не понятно. Могу ли... О, я могу снова взять книгу. Или все-таки не стоит? Стоит. Не-не-не-не-не. Не буду рисковать. Нет гарантии, что сигнализация не сработает снова. Надо выбираться отсюда. Окей, ладно. Ну, значит, не стоит. Здесь, на всякий случай, какие-нибудь, может, батарейки. Опа. Фарфоровая ваза. Нет, ничего интересного. Просто по нулям. Пора начать задумываться, кто теперь не будет скрываться, раз мы видели эту девушку. И почему она не дышит? Она исчезла с точно таким же всплеском, как и ребенок, помните? Итак. Это девушка без костюма. Организация. Она еще так сказала. Конец света только случился. Что это, черт возьми, значит? Что происходит? Может быть, все-таки померещилось? Но нет, двери-то точно открылись. Да какой померещилось? Ну, нет, это уже бред. Если мы действительно будем думать о том, что померещилось, бредовый бред. Может быть, еще что-то скажешь? Нет? И вот как назло смотрящий пропал. Просто вот по нулям. Давай в любом случае возвращаемся. Угу. Далее наверняка нужно снять костюм, все это дело зарядить. Ненужные вещи можно было бы убрать, но места попросту нет. Вот, рудный цинк. Далее железный листовой металл. Короче, очищаемся. Итак, что у нас есть теперь? О, да, кстати, надо же еще дощечку прочитать. Там по-любому много чего нового сейчас будет. О, понял. Одной дощечки уже не хватает. Девушка без костюма спасла меня из музея. Это сюда. Так, далее. Когда случился конец света? Хорошие вопросы. Да, и вот организация, да? Организация, которая хочет убить меня. Блин. Ой, голова идет кругом. Слишком много неизвестных. Но одно ясно точно. Я в этом городе не один. Не думал, что эта новость меня не то что не обрадует, а напугает. И то верно. Меня это правда пугает. Типа, мы понимаем, мы жестко не в безопасности. Кто охотится за ложкой? Убедиться, что организация действительно существует. Разобраться, что это за организация и почему они хотят убить меня. Неизвестно откуда взявшаяся в музее леди сказала, что за мной охотится какая-то организация. Судя по ее словам, все передряги, в которые я попадал в последнее время, были их ловушками. Девушка упоминала, что они теперь должны перестать скрываться.
Что бы это ни значило. А мой бункер все еще безопасное место? Я прошу прощения. Мне просто уже не по себе даже здесь находиться. О, какая жопа у меня с мозгами, кстати. Ой-ой-ой, как много всего. Так, бункеры оказались пустыми, там тоже опасность. Череда неудач или меня пытаются убить? Кто знал, что будет конец света? А, кстати, да, у нас же еще до сих пор вот этот вопрос. Почитаем здесь. Девушка без костюма спасла меня из музея. Когда случился конец света? Организация, которая хочет меня убить. Много вопросов. И вот заметили, раньше, когда я говорил, что у нас много вопросов, я как бы говорил это, думая о 2-3. Но на самом деле, если структурировать информацию, как это подано здесь, вопросов еще больше. В некоторых главных вопросах появляются подвопросы. И, ну, короче говоря, будем думать, догадать, да? Сейчас у нас... Давай-ка, наверное, еще немного почистимся. И пойдем посмотрим, что у нас по улучшениям исследованиям. Я, по-моему, открывал... костная мука, точно. Завершить. Не совсем понятно, куда пропало железо. Я помню, у меня был открыт железный слиток. Неужели разработчики решили выпилить его, потому что это слишком имбово? Ну, я надеюсь, это не так, и это просто какой-нибудь там, не знаю, визуальный баг. Я хочу отмычку. Она будет создаваться всего лишь при помощи 2 железа, потому что это 4 стержня. И нам нужно опыт, далее стержень, кусачки инженера и молот инженера. Изи. Сейчас все будет. Меня, конечно, жестко смущают мозги, потому что недаром вот эта механика здесь в углу на постоянной основе. Я понимаю, что на самом деле в сюжете она важна. И сейчас я вкину теорию, которую на самом деле не слушайте, это полный бред, но мало ли. Мне может казаться, что Лолошка на самом деле сам выбирается, но из-за того, что у него с каждым разом мутнеет рассудок, он начинает придумывать себе всякий бред. Типа организации, какие-то девушки, дети. Иначе зачем нам показывают эти мозги? Ну не просто же так. Ладно, в любом случае, я повторяюсь, не слушайте меня. Я сейчас исследую отмычки и бам! Все, 15 минут, которые на самом деле сильно быстрее, и я смогу наконец-то делать дешевые отмычки. Найс! Если так подумать, не зря я все-таки не люблю музеи. Ой, не зря. Ладно, книга осталась там. Но я уже не уверен, что она сильно помогла бы мне. Может быть, рано или поздно я рискну вернуться, но, судя по всему, сотрудники музея знали про Архей меньше, чем знаю я. О, это, кстати, Господи. Привет. Давно не виделись. Я вот, кстати, чуть не умер опять. А у тебя как дела? Ледяной взгляд смотрящего ничего не выражает. Слушай, а ты можешь поставить где-нибудь рядом с едой моей, а? Чтобы она не портилась. Серьезно? Ходячий холодильник. Слушай, реально, я тебя теперь холодильником буду называть. Ну да, конечно. О. Подожди, что? Прям исчез? Прям окончательно? Ну-ка, пойду-ка я проверю холодильник. Нет, здесь его нет. О, господи, бляха! Что это было сейчас? Ты что, шутишь надо мной? Куда ты? Эй! Да бляха! Ты... Я сейчас так ноги откину. Меня тут и так уже какая-то организация туда-сюда. Что происходит? Ты зачем вот так вот? Что происходит? Алло! Иди отсюда. Да, блин, он так раньше не делал. Никогда такого не было. Сейчас, подожди. Смотрящий. Все? Перестал появляться? Я вообще думаю, что сейчас, когда у меня осталась куча вещей с тех пор, как мы антенну делали, надо создать какой-нибудь модуль. А ну-ка. Да, что вы хотите сделать? Ага, привет, хочу построить. Видите, 1. Метеомодуль. 2. Модуль переработки. 3. Модуль пищеблока. Метеомодуль. Вот нам намекают постоянно про погоду. Типа я смогу узнавать, когда будет там песчаная буря, наверное, или туман. Давай попробуем метеомодуль. Нифига себе, какая она дорогая. Ну хотя ладно, кабель есть. Всякие вот эти вот бункерные обшивки есть. Своя личная погодная станция. Теперь прогнозы погоды не нужно ждать по радио. Можно просто воспользоваться этим замечательным модулем, чтобы узнать, какая сейчас погода. В комплект входит бесплатный журнал юного метеоролога для записей и наблюдений. И мне сейчас нужно... Флюгер реагирует на погоду. Пропеллер? Это просто железо. Окей, тогда отследить. Все, задание метеомодуль. И вот, опять же, даже флюгер это тоже железо и железо. Короче, мне кажется, что это будет супер легко. Ах ты ж такая, а? У меня сейчас сердце в пятки уж... Хватит это делать! Ты правда так никогда до этого не делал? Что, он сейчас появится, да? Что тебе надо?
Что происходит? Ладно, вот стой там, все. Я возьму немножко аметиста, я возьму немного редстоуна, далее железо. Все другие предметы для метеомодуля, благо они у меня собраны. Пропеллеры бабахаем, то же самое с флюгером. И остается одна глобальная проблема — свинцовый слиток. Да, у меня всего лишь 3 штуковины, и более, по-моему, не найдется, верно? Мне думалось, что это будет в достатке, но, кстати... Да-да-да, выходим. У меня сейчас появилась кое-какая идея. Что если прямо сейчас попробовать прибежать туда, где мы лутались для антенны? По-моему, это находится, если смотреть на бункер, это... Сюда надо бежать, да? Я по-моему, правильно говорю. По-моему, сейчас надо полностью на... Или нет? Короче, я попробую. Если не получится, ну, типа, у меня будут еще попытки. Я просто прибегу и заряжусь. Нет, походу, я бегу не туда, потому что здесь какая-то тюрьма. Что это? Да, в этой локации я определенно впервые. Тут 3-й уровень радиации, блин. Давай попробуем все-таки сюда еще пробежать. Я не знаю, где я бегаю. Я просто пытаюсь найти где-то на окраине города что-нибудь интересное. Неужели я не смогу найти? Там такие крутые вещи были просто. Вот здесь 1-й уровень. Да, вот тут хорошо. Домик какой-то, как будто здесь прям жили. Это уже прям полноценная окраина. Тогда мы заново заряжаем костюм. И во 2-й раз попробуем пойти в сторону... вертолета. Да. Я вспомнил, я шел куда-то сюда. Также здесь, я помню, оставлял сундук, который... Стоп, где он? Тут был сундук с драгоценностями, я точно помню. Понятно, он просто исчез. Вот тут 2-й бункер, или точнее 1-й бункер. И я не помню, вроде промзона где-то там. Все, постепенно воспоминания в голову приходят. Я бежал вроде как сюда. Жесть! О, да, вот! Вот, 4-й уровень. Я нашел. Все, тихо. 1-й уровень, 1-й. Ой-ой-ой-ой, как же это приятно. Вот здесь мы тогда вылезли. И не говорите мне, что у меня сейчас не будет вещей. Просто не говорите мне этого. Я обязан их забрать. Пожалуйста. Я самый счастливый человек. Экстренный аккумулятор точно используем. Далее все вот эти вот штуковины мы забираем. Я даже не знаю, на самом деле, мы должны несколько ходок сделать. Еще вот здесь то же самое забираем. Люминесцентная лампа. Блин. Во, свинец. Мне нужно 20 штуковин. Я беру 25. Вот это я правда молодец. Мы сейчас ставим здесь вейпоинт. И теперь, если что, я смогу сюда прийти. Надо бы еще понять, какой безопасный путь. Если я пойду туда, то тут уровень радиации, по-моему, 4, правильно? Да, вот здесь 4, все, я запоминаю. Если мы бежим здесь, то тут 2-й уровень. И 2-й уровень мне уже на самом деле не страшен. Я уже спокойно могу здесь лутаться, не думать о том, что у меня быстро разряжается. А вот здесь, по-моему, 3-й. Вот сейчас, по-моему, здесь будет 3-й, да? Я помню, правильно? Вот около этой тележки. Да. Слушайте, я уже запоминаю город. Постепенно помню. Вот тут будет сейчас 2-й уровень. Ага, и тут 1-й. Ну-ка. Да. Я уже, блин, город, знаете, как свой помню. Как будто сам строил. Сейчас основная проблема, что... Смотрящий все еще здесь. Так вот, основная проблема как-то это все уложить. У меня слишком много лишних вещей. 2 сундука почти полностью забиты, и мне неприятно. Необходимые для модуля вещи добираем. И вот теперь мы точно готовы. Задание метеомодуль выполнено. 1000 опыта, все вещи собраны. Построить. Так, сцена. О. Подожди, он такой маленький, реально? Ну хотя, а чё он должен быть большим? Это же просто метеомодуль, получается просто погоду. Йоу. Кислотный дождь, призрачный туман, ясно, пылевая буря. И это пока что все, что мы знаем, да? Кислотный дождь. Ливень из высококоррозионной жидкости зеленого цвета. Очень сильно влияет на защитные функции скафандра, разряжая его. Мало того, пары этой жидкости попадают в дыхательные пути, вызывая постепенный кислотный ожог. Ну и в довершение, любые инструменты, попадающие под этот дождь, буквально распадаются в руках. Класс. То есть, блин, то есть мне, когда кислотный дождь, нельзя брать инструменты в руки. Метеомодуль находится прямо у выхода, и я смогу прямо перед выходом узнать, что сейчас есть. Только подожди, а как узнать-то? Как узнать? Типа тут сигнализировать что-то будет? В любом случае мы сделали. Тут тоже ничего. Ну, блин, мне нравится, как наш бункер постепенно обрастает новыми комнатами. Пойдем сразу проверим, как у нас дела с отмычками. Я же теперь могу делать новые, да? Ну, то есть дешевые. Вот, завершить. И да, завершено. Пойдем попробуем, как это работает. Типа, оба.
Оба-на! Сюда! Отмычечка дешевенькая, всего-то 4 железных прутика и ничего более. Скафандр ставим на зарядку и постепенно на этом заканчиваем. Что будет с Лолошки, когда у него мозги еще сильнее упадут? Мне страшно представить. Моя догадка, моя микротеория о том, что на самом деле это все он сам себе придумывает и никакой организации не существует, я пока что положу где-то вот на 10-й план. Эта теория имеет место быть. Ну а если серьезно, некая организация хочет убить меня. Но чё ж вы меня тогда просто ножом не проткнете? Будем узнавать, это все очень интересно. Ну а если вы здесь впервые, то вы можете еще и позвать друзей. Не забывать о том, каким Архей был раньше. Не верить этим историям с телевизора. Что это за бред? Какие архейцы тупые? Нет, они не были тупыми. А также с вами был Метеомодуль и Смотрящий. Всем удачи, всем пока. Пока-пока-пока. Пока.